До этого момента в лабораторию Best Robot приезжали либо мощные, либо хорошо укомплектованные вертикальные пылесосы. Но наконец-то появилась модель, которая объединяет эти достоинства. Dreamy R20 выглядит так, что хочется поставить на полку в гостиной. В коробке несколько насадок, включая мебельную. Заявленная сила всасывания 27 килопаскалей. Это много даже без учета скорости воздушного потока. Хотя мы измерим и то, и другое. Ценник, конечно, солидный, но и пылесос многообещающий. Покрутим его со всех сторон, сделаем замеры, потестируем на разных покрытиях и ответим на вопрос, стоит ли за него платить 35 тысяч рублей. Начинаем с распаковки. Пылесос. Красивый, графитовый. Насадка для ковровых покрытий. Насадка для гладкого пола. Моторизованная насадка для мебели. Телескопическая, с узким носиком. Идеально подходит для поглаживания кота. Насадка 2 в 1. Адаптер с евровилкой. Колено для уборки в труднодоступных местах. Инновационная и как бы карбоновая труба. Не хватает только звука рычащего мотора. Полноценная док-станция с разъемами для дополнительных насадок. Дюпели для крепления док-станции. Книжечка для тех, кому нечего почитать, есть. Гарантийный талон от производителя и магазина. Шаблон. Можно приклеить на стену и быстро пробурить отверстия. Первый раз вижу такую штуку. В общем, в наличии вся нужная макулатура и даже немного больше. Запасных фильтров в коробке нет, зато они есть на маркетплейсах. Номинальная мощность пылесоса весьма существенна, чем и объясняется высокая стоимость. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Компоновка Dreamy R20 такая же, как у других пылесосов R-серии. Пистолетная рукоять, в одном торце которой находится аккумулятор, в другом моторный блок. Так обеспечивается хороший баланс. Впереди вертикальная колба с быстрой выгрузкой через люк внизу, но можно и разобрать полностью. Фильтрация пятиступенчатая. Юбка, не пускающая крупный мусор дальше. Металлическая сетка выполняет большую часть работы. Микроциклоны. За счет центробежной силы опускает пылинки вниз. Матерчатая мембрана останавливает мелкую пыль. Особо проворные пылинки могут добраться до моторного отсека, но там их перехватит HEPA-фильтр неизвестного класса. Фильтры из сепаратора можно промывать под краном. Колбу только вытирать, потому что в ней много электрики. Батарея съемная, на салазках. Как вы можете заметить в стоп-кадре, у нее небольшая емкость, всего 2900 мАч. Насколько ее хватает в действительности, выясним позже. Батарея заряжается с пылесосом на док-станции, хотя при желании можно воткнуть адаптер прямо в рукоять. В теории управлять можно одной рукой. Указательный палец запускает мотор. При включенном замке достаточно однократного нажатия, а большой палец перебирает режимы. Но на практике дотягиваться им до дисплея удобно только если вы играете в НБА. Ну или хотя бы в дворовой лиге вашего района. В остальных случаях легче задействовать вторую руку. Режимов всего 2. Автоматический, в котором пылесос самостоятельно добавляет обороты где нужно, и максимальный, при включении которого ковер нервно вздрагивает. Выбранный режим, заряд аккумулятора в процентах и системные уведомления отображаются на дисплее. То, чего не хватало предыдущим моделям серии. Теперь посмотрим насадки. Тяжелая основная насадка с большими колесами для ковров и с мощным бампером. В нем помещается подсветка и заслонка для крупного мусора. Углы поворота слабенькие, мобильность невысокая. Главное предназначение этой насадки – глубоко вычищать ковры простыми движениями вперед-назад. В раструбе находится роллер с V-образной щетиной и зубчиками самоочистки. Насадка с высоким крылом и паркетным валиком. Компактная и мобильная, даже несмотря на маленькие углы поворота. В основании опорные ролики, которые засоряются волосами, как мы уже увидели на примере R10 Pro. В раструбе зубчики для очистки валика. Подсветки у этой насадки нет. Если очень надо, покупаем светодиод с липучкой на AliExpress. Рассказывал о нем в телеграм-канале, ссылка будет в закрепе. Насадка для мебели с подвижной подошвой для плотного прилегания к полу. Сбоку устаревший замок по 10 рублей. Внутри новая лепестковая щетка, которая буквально выгрызает пыль из обивки дивана. Щелевая насадка телескопическая. Можно добраться до карнизов под потолком, но нельзя пропылесосить между подушками дивана, потому что на конце щетинистая щетка.
Насадка 2 в 1 стандартная, со сдвижной щетиной. Такая же, как у остальных пылесосов. Любую насадку можно установить прямо в патрубок, через трубу или через сгибаемое колено. Выберите вариант, который больше соответствует вашим целям. В док-станцию помещается все, кроме второй основной насадки. Ее придется хранить в чулане. При первом знакомстве пылесос впечатляет. Конструкция продуманная, к сборке нет вопросов, люфты минимальные. Пластик дорогой и более качественный, чем у десятых моделей серии. Dreamy R20 выглядит представительно. Хочется сфотографировать и разослать фотографии друзьям. И лучше это сделать сразу после покупки, пока корпус не покрылся отпечатками и царапинами. Тушка чуть тяжелее предыдущих пылесосов серии, зато пластиковая труба легче металлической. По итогу в полном сборе получаем стандартный вес R-серии – 2 кг 700 грамм. С учетом повышенной мощности показатель нормальный. Энергоэффективность у этого пылесоса явно выше, чем у предшественников. Менее мощный R10 Pro с батареей 3000 мАч работал только 10,5 минут на максималках. У R20 аккумулятор чуть слабее, но держит 13,5 минут. А на минимальных оборотах производитель обещает вообще 1,5 часа. В автоматическом режиме можно не спеша пропылесосить квадратов 150. При необходимости запасной аккумулятор есть в продаже. Конечно, от такого ценника хочется ослабить галстук, но по сравнению с квартирой, для которой он может понадобиться, не так уж и дорого. Уровень шума на удивление низкий, в пределах 69-72 дБ. Шум мотора мягкий, средней высоты, по ушам не бьет. Инженеры проделали большую работу с шумоизоляцией, потому что моторчик у пылесоса не слабый. На максималках анимометр раскручивается до 38 метров в секунду. Это топовый, хотя и не самый высокий показатель. У большинства аналогов он составляет 30, а у особо выдающихся моторов больше 40 метров в секунду. Максимальную силу всасывания обещали на уровне 27 тысяч паскаль, но стрелка манометра прыгнула аж на 29. Это существенно выше средних 24 килопаскалей. С мощностью у этой модели полный порядок, и щелевой стенд это подтверждает. В автоматическом режиме пылесос сам добавляет мощность, когда находит соринки. С таким подходом пылесос обрабатывает щели до 8 мм, ну а после перехода на максималки легко вытягивает все остальное. Думаю, на коврах R20 покажет себя хорошо. Обязательно проверим эту гипотезу, но начнем с ламината. Насадка с паркетным валиком собирает экстремальный мусор с 2 проходов в автоматическом режиме. Был бы средний режим мощности, справилась бы сразу же, а на автомате за отдельными соринками все-таки приходится возвращаться. Благодаря отсутствию буфера даже вдоль стены все собирает при фронтальном подходе. Ковролин убирал на максималках, понадобилось 2 прохода и немного повозиться вдоль стены. Паркетный валик с такой задачей отлично справился и при этом остался совершенно чистым, не намоталось ни волоска. Опорный ролик не в счет. На мохнатом ковре используем насадку с щетинистой щеткой. Мусор собирает бодро, но его здесь слишком много, поэтому на каждом участке приходится делать по 9 проходов. По итогу, несмотря на повышенную мощность, принципиальной разницы в качестве уборки я не заметил. Результат такой же, как у R10 Pro. Возможно, где-то и остались гордые соринки, но их еще нужно выискивать. Остальные, включая волосы и песчинки, отправились в пылесборник. Щетка чистая, постоянного обслуживания не требует. Касательно других насадок. Щелевая и 2 в 1 пригодятся, чтобы навести порядок у плинтуса, на столе и в других местах, где основными насадками пользоваться несподручно. Насадка для мебели с характерным звуком достает из-под обивки всевозможные ужасы, взглянув на которые у вас появится навязчивое желание мыть руки с выражением лица, как у Ди Каприо. Подведем итоги. Dreamy R20. Хорошо сбалансированный, хотя и дороговатый пылесос производителя. По факту он в 1,5 раза мощнее, чем R10 Pro. Если вы хотите вытянуть душу из предверного коврика или почистить собачью подстилку, R20 будет в самый раз. При этом в эффективности уборки мохнатого ковра особых различий я не заметил. Пылесос тихий, производительный и удобный. Заряжать можно на док-станции. Явных недостатков просто нет. По системе оценки Бастроба Dreamy R20 набрал 85 баллов и стал новым лидером all-time рейтинга в вертикалах. Пылесос подойдет для сухой уборки в любых условиях, даже если в доме ковры и большая собака. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и поставил лайк под роликом. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!